Сегодняшний рецепт настолько прост и настолько вкусен, что он практически сразу стал моим фаворитом. Я разбиваю 3 яйца, немножко их перемешиваю венчиком. Забегу чуть-чуть вперед, друзья. В этом рецепте главным будет тыква. И вот сочетание тыквы с другими ингредиентами очень-очень в этом рецепте, я считаю, удачным. Мои домочадцы, все, кто пробовали, все остались в восторге. А на самом деле этот рецепт настолько прост и быстр, что его можно и, в принципе, нужно готовить каждый день. Итак, я в яйца добавил специи. В моем случае это соль, черный перец. И вот сейчас я добавляю молоко. Молока я добавил стакан. Это все перемешивается до однородной массы. Кто не подписан, советую подписаться. У нас впереди много вкусных и простых рецептов. Я добавил муку, несколько ложек. Перемешиваю до однородной массы. Этот ингредиент у нас уже готов. И впереди у нас вкусная, полезная, насыщенная витаминами тыква. Тыкву я беру третью часть. Тыква у меня небольшая. Примерно 300-350 грамм. Быстро очищается. Я раньше пробовал очищать ножом. И после того, как я попробовал вот этим устройством очищать при помощи обычной ложки, внутренность достается моментально. В общем, перестает быть рутинным чистение тыквы при помощи обычной ложки. На крупную терку я натираю данную тыкву. Вот она какая солнечная, красивая. И отправляем в емкость. В эту же емкость я выливаю яйца с остальными ингредиентами. Мука и молоко, плюс специи. Все это перемешивается. И практически половина блюда у нас уже с вами готова. Зеленый лучок. Очень прекрасная штука. Его можно кушать и нужно кушать круглый год. И кроме того, он дает усладу для глаз. Особенно в зимнее время, когда не хватает зелени. В нашу емкость добавляем лучок. Быстро перемешиваем с любовью. Кстати, вот Рыжик передает вам привет. Он скучал по вас с предыдущего выпуска. И если интересно, поставьте ему лайк. Так он будет чаще появляться в кадре. А у нас уже идет нарезка лучка. Лук, в принципе, можно брать любой. Мне больше нравится вот такой окраски лук. Он содержит более антиоксидантов, чем обычный лук. Но разницы, повторюсь, нету. Какой есть, такой и берем. Лук у меня среднего размера. Я его измельчил и своим тесачком отправляем. Все правильно, да. На сковородку. Но преждевременно мы ее разогреем и нальем масло. И вот теперь уже помещаем лук. Кроме того, хорошее сочетание дает картошка. Картошку я натираю на крупной терке, хотя она маленького размера. Картошку, простите, я взял одну, но, как показала моя практика, можно брать и больше картошки. Хорошее сочетание, очень гармоничное. Так вот, вот эту картошечку отправляем на сковородку к лучку соседствовать. Там они подружатся, обменяются вкусами. А у нас уже новый ингредиент. И это у нас чесночок. Я взял 3
зубчика чесночка среднего размера. Преждевременно их раздавливаю ножом, чтобы они больше пустили сока и аромата. А теперь нарезаю. Нарезка чеснока у нас крупная. Чеснок дает свой неповторимый аромат на сковороде, когда соединяется с остальными ингредиентами. И это просто незаметный такой вот красавчик. По-другому не назовешь, потому что он дает такой невидимый, но ощутимый аромат. Далее у нас идет морковка. Все знают, что морковка полезная, поэтому даже говорить не буду. Можно натирать на терке морковку, но в моем случае я ее разделил на полосочки по полсантиметра, может чуть меньше, и нарезаю из нее кубики. Все эти красивые кубики отправляются соседствовать с остальными ингредиентами на сковороде. Быстро все это перемешивается. Ох, какой стоит аромат, друзья! Я думаю, возможно, вы тоже ощутили это с экрана монитора. Далее у нас идет перчик, сладкий перец. В моем случае он сегодня желтый, но это не помешало ему быть таким вкусным, ароматным в нашем блюде. В этот рецепт я советую добавлять перец, потому что вот он играет одну из ключевых ролей в общей гамме ароматов. Я также нарезаю перец кубиками, чуть-чуть крупнее, чем морковка, потому что быстрее он готовится, чем морковь. И все это дело отправляем на сковороду. Совсем скоро я познакомлю вас с своим песиком по имени Тигра. Вот интересно, вы догадаетесь, почему его кличка Тигра? А пока я добавляю соль. В моем случае это крупная морская соль. Добавляю паприку. И все это перемешиваю. И у нас второй ингредиент практически готов. Ну, можно сказать, даже и блюдо уже практически готово. Осталось совсем малое. Снимаем с огня. А вот и Тигра. Ох, призывает подписаться эта красавица. Ах, она у меня молодец. У меня есть еще второй песик, он появится в одном из следующих рецептов. А теперь нам надо соединить два этих компонента. Я отправляю содержимое сковороды к нашей тыкве. Это все перемешивается. И как вы думаете, что нам осталось сделать? Буквально чуть-чуть. Мы берем противень. В моем случае стеклянный, жаропрочный. Я смазываю маслом все стенки. И туда отправляется наша будущая вкуснятина. Вкуснятина это в прямом смысле, потому что это очень вкусное блюдо получается. Лопаткой все это равномерно распределяется, проглаживается с любовью. И у нас остается украсить эту красоту. А что может украсить эту красоту? Петрушечка. Конечно же, петрушечка. Она не только красивая, по-весеннему насыщенная, зеленая, но и очень-очень полезная. Посыпаю петрушкой. Очень хорошо посыпаю, щедро. Далее у нас идет один помидор. Помидор нарезается кружочками. При помощи моего тесачка это делается с удовольствием. И эти кружочки
с любовью раскладываются равномерно в нашем противне. Получится 3 штучки с каждой стороны и по бокам по штучке. В общем-то, смотрится весьма-весьма красиво. Можно отправлять это все в духовой шкаф, но прежде один из очень важных компонентов – это сыр. Я натираю примерно 100-120 грамм сыра на крупной терке. О, там какой красивый. И этим сыром посыпается сразу помидоры, а потом уже посыпается все остальное блюдо. Вот такая красота отправляется у нас в духовой шкаф на 25 минут при 180 градусах. После того, как блюдо приготовилось, я посыпаю укропом, и у нас остается практически попробовать это блюдо. Аккуратненько достаем его на тарелку. Оно сочное получилось, наполненное ароматами. Соус добавляется. Мой любимый соус. Кому интересно, пишите в комментариях. Напишу его секретный рецепт. И остается его попробовать. Всем категорически советую приготовить данное блюдо. Ваши любимые оценят его по достоинству. Очень быстро, вкусно и полезно. Будьте здоровы, друзья. Увидимся в новом рецепте художника на кухне. Пока-пока.